Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, события на пороге января. 3 главных события первых 2 недель. Давайте узнаем, как начнется месяц и каковы подсказки карт. Планетарно же, как будто времени на долгую подготовку, на раскачку у нас не будет. Меркурий 2 января выходит из ретро-движения, переходит в прямое директное. И значит, что было отложено, может быть, в течение второй половины месяца декабря, у нас может прийти как раз движение. Или те вопросы, которые задерживались, может быть, в решениях каких-то инстанций. Здесь тоже получится развитие. Но это планетарно, а мы узнаем, что думают карты. И достанем с вами первую карту, назовем ее «Что придет для вас, мои дорогие козероги», как видят карты. Не всегда, кстати, Таро прогноз совпадает с планетарным прогнозом. И я так надеюсь, что мы с вами проведем приятное время. Вы переложите образы карт на какую-то свою ситуацию, свои события. И подсказки для вас будут. Что придет? А что уйдет? Спросим. И достанем 3 карты, 3 главных события. Первое событие – начало месяца. Второе событие – начало года, по сути дела. И третье событие. Что же придет? Праздник, мои дорогие. Будет повод для радости. Сам по себе праздник, понятное время такое, но это воодушевление, хорошее настроение. И в целом фон первой половины января для вас более радушный, более радостный, более веселый, может быть, с каким-то, может быть, новым вдохновением или с какими-то новыми возможностями. Безусловно, сама по себе, как радость, она будет преобладать, видимо, над любыми проблемами для вас. Давайте узнаем, а что же уйдет? Сложно сказать, что тут уйдет. Вот, к примеру, кстати, в старший аркан колесницы, ведь старшие арканы – это всегда события извне влияют на нашу судьбу. И бывают и неотложные какие-то события или непреодолимые даже силы. Еще по этой карте, именно конкретно по колеснице, смена авто. И кто-то из вас, вы, может быть, надумаете, или так у вас совпадет оказия, или еще что-то у вас получится, когда вы свой автомобиль будете просто менять, и уйдет какой-то старый. У кого-то такое может вполне проиграться. Но, знаете, это могут еще уйти те события, которые вам, где-то во вторую половину декабря, может быть, словно свалились на голову. И пришлось что-то решать очень быстро, спешно, на что-то откликаться, как-то правильно провзаимодействовать. Или какая-то турбулентность, мои дорогие козероги. Так бывает в нашей жизни, что наступает тот момент, когда словно карусель крутится. Вот какая-то ваша жизненная карусель, какие-то непонятные, турбулентные обстоятельства, может быть, какая-то быстрая смена событий, когда еще не успел обдумать что-то первое, а на пороге уже какая-то новая задача. Вот такой ритм жизни как будто уйдет. Будет больше радости, больше понимания, больше вдохновения, наверное, больше стабильности, мои дорогие. Давайте откроем первое событие. Радость продолжается, праздник тоже. Рыцарь кубков, хорошее настроение, признание в любви, подарки, конечно, безусловно. Когда больше позитивных эмоций, у кого-то это проиграется, правда, предложение руки и сердца тоже такое может быть. Или это к вам приезжает человек и тоже приносит, как и подарки. У кого-то это может быть эквивалент подарков, как деньги. Не совсем, правда, нам тут о деньгах, но все же рыцарь кубков, он спешит с кубком, с подарком. Поэтому это то, что вас вдохновит, то, что вам будет приятно, то, что вам будет нравиться. Или вы сами осуществите куда-то поездку, и вам тоже это будет, знаете, как какая-то очень важная перезагрузка в вашей жизни. Давайте мы немножко поясним эту карту. 2 карты радости, хорошего настроения. Что ж, прекрасно для вас, мои дорогие козероги. И я так надеюсь, это только начинается, поскольку Плутон 21 января окончательно выходит из вашего знака, переходит в знак Водолея. Он, правда, еще вернется ненадолго в сентябре, чтобы в ноябре окончательно уже поселиться в знаке зодиака Водолей. Итак, давайте мы узнаем, и первую карту мы достанем. Чем дело кончится? Поясним.
Продолжаются праздники, продолжается радость, благосполучие, благосостояние, десятка кубков. Это вершина, по сути дела, это итоговая уже карта, десятка, она самая крупная, и она нам говорит, как и в целом о наличии финансов где-то, об успешном решении многих очень важных вопросов, о взаимопонимании в семье, о любви, взаимопонимании в паре, даже если вы, может быть, встречаетесь и можете уже строить планы на будущее. У кого-то такое тоже может проиграться. Или какие-то радостные события для вас, которые в плюс, может быть, от ваших детей, от ваших родственников, опять же, подарки. Но сама по себе карта процветания, изобилия, благополучия, радости. Чем дело кончится? Радостью какой-то, что-то у вас получится. Или правда, что-то в личной жизни меняется со знаком плюс. Чем сердце успокоится. И никакого поворота назад. Правда, наверное? Вот это чехарда предыдущих событий. Или то, что вас словно, ну, где-то измучило, или от чего вы словно очень устали. Может быть, это и есть та турбулентность, когда вроде бы я и делаю все правильно, а у меня все время из нуля в рогожечку. То ли я прикладываю усилия, а все равно результатов каких-то я не вижу. Вот это, как и по карте колесница, то, что я объясняла, у вас как будто окончательно уйдет из жизни вообще. Чем сердце успокоится, вы прочувствуете, что у меня теперь что-то меняется в жизни. И это не совсем будет от ваших намерений, а это еще пространство. Словно Вселенная вам будет помогать. Повторюсь, это опять же старший аркан. Пусть это 13-й аркан. И я надеюсь, все правильно понимают. Трансформация. Значит, для вас эта трансформация, она даст вам как глоток свежего воздуха. Ну, наконец-то что-то завершилось. Наконец-то, словно я могу выруливать на обгон. Какая-то, ну, может быть, сложная ситуация, она тоже, как тот клубок, постепенно раскручивается, и что-то для вас, мои дорогие козероги, в спокойном ритме приходит движение. Чем сердце успокаивается? Когда, знаете, нужно быть все-таки достаточно смелым, потому что по этой карте придется как будто исследовать новую землю без карты. Или пройти какой-то путь в одиночку. Нам, может быть, еще последующие шаги не могут быть видны. Или мы не сможем просчитать что-то наверняка. Но по этой карте дорогу осилит идущий. Но вам вот от этих самых перемен, от этой самой трансформации уже будет спокойно на душе и на сердце. Давайте карту «Совет». Шикарная карта. Для вас действительно завершается все то, что вас как будто сдерживало, не давало вам, не открывало каких-то возможностей. Вот как будто был прежде красный свет, а вот теперь зеленый загорается, правда. И получается у нас таким образом, посмотрите, рыцарь кубков, мои дорогие, десятка кубков, девятка пентаклей, карта уверенной позиции. Такой, знаете, стабильно сильной вашей позиции, безусловно, финансового какого-то процветания на будущее. Ну и в течение этих 2 недель деньги у вас как будто будут, нам об этом уже тоже сказали. Кто-то из вас может окончательно принять решение, я буду заниматься бизнесом, или какие-то вопросы по работе вы можете решить. Здесь вы больше увидите себя, свои возможности, как будто прочувствуете, что да, мне, может быть, надоело быть в каких-то подмастерьях или на вторых тонах, ролях, извините. И я теперь хочу совершенно другую историю с новым качеством жизни строить. И как будто вам само пространство будет помогать с учетом 13-го старшего аркана, избавляя вас от ненужных людей, от ненужных каких-то сложностей, от каких-то превратностей судьбы. Здесь для вас больше радости, больше вдохновения, больше спокойствия. Когда на смену вот этой турбулентности приходит стабильность сама по себе. И это здорово. Второе событие. Тема вот эта продолжается вот с самого начала, началось с праздника. И вот посмотрите, очень серьезный старший аркан и, кстати, очень добрый. Карта возрождения. Ангел вам трубит о возрождении. Это вы как будто на пороге. Вот оно прошлое, которое, ну, вам даже не хочется уже оглядываться туда. Это ваша готовность идти вперед. И это избавление от боли, избавление от страданий, от, может быть, того периода, когда приходилось брать себя в руки,
а вы люди сильные, вы умеете выдерживать паузы, если это необходимо, или много трудиться, вы умеете не бросать дело на полдороги, а все-таки довести что-то до конца. И, может быть, временами это было в прошедший период безумно сложно, но вот, видимо, как награда за какие-то прежние пережитые переживания, тяжелые периоды, может быть, и моменты какие-то очень сложные психологические, или за физическую буквально работу, вот у вас сейчас какие-то перемены, которые к вам приходят через возможности, мои дорогие. Поэтому вообще, в принципе, в январе месяце, я не побоюсь, даже не первые 2 недели, с учетом, опять же, Плутона, который уйдет из вашего знака зодиака 21 числа, у вас перестраивается, как, знаете, как преломление реальности. И что говорят люди? Что вокруг вас происходит? Вам нужно обязательно подмечать. Почему? Потому что словно подсказки извне могут быть. Не случайные случайности могут быть. Какую-то либо вы правду узнаете, либо как-то настолько обстоятельства могут поменяться, и даже если для кого-то минус, а для вас будет в плюс. Вот правда, тут что-то доброе, хорошее приходит на ваш порог. Вы словно под защитой высших сил. Вот такой у вас период января. Вы это прочувствуете, понимаете? В большей, меньшей степени. У каждого здесь по-своему, потому что мы все разные. Но то, что любой из вас прочувствует, что ведь и правда, что-то в пространстве не просто меняется, а это каким-то образом мне открывает новые возможности. Для меня сейчас как будто мне легче. Легче на душе. Может быть, легче я сам на подъем, потому что нет каких-то тягостных даже мыслей, которые меня прежде просто тормозили. Или я там сидела в каких-то сомнениях, а теперь и сомнения-то уходят. Понимаете? То есть нет преград как таковых. Посмотрите, какие у вас карты. Словно пространство этих преграды отодвигает. То, что было как оковы, забирает с вас. И ангел вам об этом говорит. Ну, давайте мы все-таки по сценарию раскроем эту карту. Чем дело кончится? Давайте мы... Дело кончится тем, что, может быть, вы, кстати, действительно узнаете какую-то новость. То, что было у вас, от вас, допустим, скрыто, может быть, это не обязательно нарочито скрывали от вас самих. Вы чему-то не могли не придавать значения. И здесь будет какая-то ясность по конкретному вопросу, больше конкретики. Именно сердце, может быть, успокоится, когда вы словно избавитесь от сложных людей, вот как я уже это говорила. Или они словно сами уйдут, чем дело кончится. Здесь будет больше ясности, понимания по каким-то вопросам или вообще, что происходит. Конечно, чем дело кончится? Нам говорят, что полностью каких-то людей отменить мы в своей жизни не можем. И среди прочих могут быть и такие личности, которые пытаются с нами спорить. Вот здесь где-то нужно быть аккуратным и держать нейтралитет. Вот такая у вас задача, чем дело кончится. Потому что вас могут где-то провоцировать на конфликты, мои дорогие козероги. Или вы столкнетесь с людьми, которые буквально... какую-то свою правду, именно свою, выдают как за истину в последней инстанции, а по факту это все обстоит совершенно иначе. И вам тут с чем-то будет важно не просчитаться, может быть, и не увязнуть в каком-то конфликте, а именно нейтралитет какой-то занять. Не создать себе проблем, понимаете? Пространство помогает, но где-то нам говорит, и ты сам тоже не плашай. Чем сердце успокоится. Ожидания. А вы знаете, какие-то, может быть, вопросы уйдут сами. Что-то у вас, словно, знаете, может быть такое, как задержки с чем-то происходят, но вам как будто это будет тоже помогать. Сердце чем успокаивается? Семерка, вообще у нас пентаклей. Это на карте изображено дерево. И мы знаем, что дерево один из символов, и именно корнями оно уходит вглубь, поэтому это символ стабильности, надежности на длительный период времени. Если же мы берем нумерологию, вся активность у нас проходит как будто в 6 стадий. Почему и в картах Таро всегда шестерка любой масти – это всегда своеобразная победа.
И вот за этой активностью, если мы говорим 6 стадий, всегда 7 идет, да, как по нумерологии, и это означает своеобразная пауза, перезагрузка. Вот какой-то вынужденной, может быть, паузой, отдыхом, мои дорогие, для того, чтобы определиться окончательно, что мне еще следует сохранять, как мне построить стратегию, тактику, какой тезис-план мне подкорректировать. Вот как будто этим будет успокаиваться сердце. В принципе, сильная позиция. Но я могу так предположить, что и какие-то задержки по бумагам, если у вас идут или с чем-то, как будто это вам тоже в плюс. Вот мне интересно будет, буду благодарна вашим комментариям, откликам, как это проиграется. Но есть определенный, видимо, период, может быть, это где-то в несколько дней, когда не следует себя тормошить. Как будто высшие силы, посмотрите, это ведь мы с вами старший аркан суд раскрываем. Они как будто лучше знают, в какое время у вас что-то должно получиться. Поэтому себя не ускоряйте, мои дорогие. И с учетом 13-го аркана, правда, форсировать что-то или брать реванши, где-то резко настаивать на своем, это не поможет. А так вот нейтралитет и просто доверься миру, говорят, понимаете, доверься высшим силам, и у тебя все сложится самым наилучшим образом, потому что видимо, будут не случайные случайности в течение января. Карту совета давайте достанем, мне интересно. Знаете, вы можете решить, или с помощью высших сил, правда, два направления. Первое. Пятерка Пентаклей это, и всегда это карта недостатка. И эта мелкая карта, она не говорит, кстати, о двухнедельном периоде. Но, видимо, за эти 2 недели могут быть какие-то дни или один какой-то день, когда утрачено взаимопонимание, это вот где-то как раз с рыцарем мечей, или недостаток денежных средств мы испытываем. Так вот здесь как будто эти проблемы у кого-то не смогли вы договориться прежде с конкретным человеком, а здесь будут новые возможности. Или вы можете прийти к выводу, а мне вообще этот человек не нужен, зачем мне с ним продолжать какое-то общение? И вы захотите дистанцироваться, вполне вероятно. Или сам по себе процесс, как будто вселенная, да, вас может словно, знаете, где-то отодвигать, аллегорически, иносказательно, конечно, уводить от какой-то ситуации, чтобы не было как и конфликта, чтобы не было ненужных трат, чтобы не было впоследствии какой-то сложной и финансовой ситуации тоже. Давайте третье событие посмотрим. По королю кубков это часто проигрываются карты двора, придворные, кубковые. И неважно, кто меня смотрит, мужчины или девушки, это проходят наши близкие, ваша семья. И, значит, третье событие будет как-то личной жизни, скорее всего, касаться. Или для кого-то из вас, те, кто один или одна, или даже если вы с семьей. Правда, эта карта может проиграться, когда я решаю вопросы, которые взаимосвязаны между где-то общением с людьми и финансы. Вот как раз работа и финансы. Работа через общение, повторюсь, а финансы – это как материальная база, что очень важно для короля кубков. И где-то в этих сферах у вас могут быть какие-то события. Давайте раскроем карту. Чем дело кончится? У кого-то могут быть сожаления, пятерка кубков, потому что, какая-то история не сложилась. Или было затрачено много усилий, времени, а тоже как будто что-то не срослось. И если прежде, может быть, кстати, вы были разочарованы и не могли отделаться от этих мыслей, вот осадочек этот остался, может быть, была какая-то неприятная беседа, допустим, да, или патовая ситуация, когда, не смогли вы найти взаимопонимание с партнером. Здесь будет, с одной стороны, такой момент, когда вы сможете как раз проговорить, может быть, тему какую-то, и вот это утраченное взаимопонимание, как примирение может состояться отчасти, как будто уход вот от недостатка чувств, от недостатка
искренности, может быть, вы сможете решить, чем дело закончится. Но для кого-то из вас, если правда, прежняя личная история, те, кто меня смотрит, была уже со знаком минус, и вы уже точно знаете, что продолжения не будет, то здесь вы можете принять окончательное решение. Я буду оформлять де юре на то, что наш союз на деле уже не существует. У кого-то может быть и так. Но о себе прежний ваш партнер тогда будет все равно где-то напоминать. От этого вы не уйдете. Одним словом, какая-то личная жизнь может о себе напомнить. А чем сердце успокоится? Правда, вот принимать будете какое-то важное решение. И если меня смотрят те люди, у которых, правда, вы в паре или человек семейный, здесь могут быть любые, в принципе, какие-то новости, которые, ну, я не могу сказать, что они вас обрадуют, но они вас очень сильно и не зацепят эмоционально, потому что это мелкая карта, это карта апатии. Но мы говорим, чем сердце успокаивается, и туз жезлов. Туз жезлов – это как ноу-хау, я теперь знаю, как поступить. Или я теперь знаю, что мне делать с этими отношениями. Или какая-то еще история через ваших родственников или связанная с вашим дальним, может быть, родственником или с ближним даже, да, как будто вы тоже какую-то задачу будете видеть, как мне действовать в той или иной ситуации. Вы принимаете решение, этим успокаивается сердце. Давайте карту совет. А у нас на дне, кстати, посмотрите, что. Четверка жезлов – это у нас праздник после победы. Тройка пентаклей следом – это карта прогресса и сдачи жизненного экзамена. У кого-то, может быть, буквально экзамен может проигрываться, когда вы что-то изучали. Или вы задумаете, может быть, что-то изучить и получить новую должность. Или какое-то вы хотите свое хобби, ремесло развить. Или вам какая-то тема будет интересна, вы можете пойти учиться. И в последующем, кстати, эти знания вы переложите на практику. И как будто будет прогресс в финансах тоже. В принципе, как и победа, так и праздник. Тут продолжается даже на дне колоды. Посмотрите. А людей будет среди вас много. Может быть, это такой режим многозадачности где-то будет в течение первых 2 недель, или просто очень много информации еще какой-то. И я могу предположить, что вот карта колесница и уход будет как раз означать от тех людей, которые, ну, где-то в своих интересах, просто именно из-за заинтересованности с вами прежде общались, и здесь вы, ну, так причешете немножко свое окружение, словно вам будет это все видно, ясно. И вы будете, знаете, видеть тех, кто с вами хитрит, мои дорогие. Но все равно в любом случае туз пентаклей много карт уже разобрала с самого дна колоды. Понимаете, по тузу пентаклей опять же иногда означает как счастливый случай или как помощь высших сил, правда. Что-то для вас все равно решается. Плюс уйдете вы от какого-то как разочарования, как и от хитрецов, от лжецов, от манипуляторов, мои дорогие. И будет у вас как и праздник, так и какие-то новые перспективы. Ладно. Карту совет мы так с вами не достали. Давайте все же по третьему событию. Знаете, у кого-то, правда, может проиграться, да, если король кубков, известие от родственников. Когда вам придется принимать решение. Может быть, принимать решение, отправиться куда-то или нет. Вроде бы как надо, а вроде бы как и не хочется. Ну, или еще какая-то позиция. Но вы определенно с чем-то здесь разберетесь. Совет. Вот карты живут своей жизнью. Не случайно на дне колоды была эта пятерка жезлов, и я уже ее проговорила, когда людям что-то от вас нужно. Есть интерес. Именно потому, что есть какая-то, ну, своя корысть. Еще по этой карте проигрываются те люди, которые, знаете, не имеют какого-то стабильного мнения. Утром думает одно, в обед другое. Это те персоны, на которых невозможно положиться, и ответственности от них тоже не потребуешь. И поэтому эта карта всегда говорит: держись позиции стороннего наблюдателя. Как будто не ввязывайся и не увязни в том, что интересно кому-то другому. Значит, я могу предположить, у кого-то вот то, что касается, как прежде сказала, родственников или вашей семьи, или какой-то еще личной истории, будет именно требовать этого решения. И душа ваша будет
просить поступить именно определенным образом, а люди будут предполагать, что вы поступите совершенно по-другому. Люди будут как раз настаивать, чтобы вы проявили в чем-то участие или приняли чью-то точку зрения. А карты нам говорят, а ты будь на своей волне. А вот с людьми, с позиции нейтралитета и стороннего наблюдателя, вы сейчас, мои дорогие козероги, как будто очень важны для самих себя. И вы это прочувствуете. И если, может быть, за прежний сложный период вам приходилось кому-то часто помогать, откликаться, где-то в ущерб себе, вот уже в январе вам этого делать точно не захочется. Вы пересмотрите свои позиции, потому что да сколько же это, например, может продолжаться? Вы вот такие можете себе задавать вопросы. Или если я все время, где-то на горло собственной песни наступаю, и кому-то со мной комфортно, потому что я кому-то удобен или удобно, то когда же я буду удобен или удобно самому себе? Вот здесь много может быть таких философских вопросов, когда себя на вторые роли вам отодвинуть точно не захочется. Но есть определенно ваша сильная позиция, как праздник, так и радость. Может быть, вам придется принимать какое-то с учетом всех карт сложное Соломоново решение. Но вы знаете, каково бы оно на первый взгляд, может быть, не казалось сумасшедшим. Или я бы прежде так не поступил или не поступила. Вот пусть вот подобные шаблоны, какие-то стереотипы вас не держат. Ваша задача полный вперед. У вас, может быть, даже, когда вы сломаете этот шаблон, откроются новые возможности. Перекладывайте на себя, мои дорогие козероги. Радость есть, но не так все просто, это на самом деле так. Но и ваша же сильная позиция, поэтому решать вам. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.